Привет, это Евгений Антонов и Ольга Князева. Мы здесь для того, чтобы рассказать вам о новом YouTube-канале, на котором в ближайшее время начнут выходить видео для нашей аудитории. Почему мы его сделали? Потому что до последнего времени мы работали на Латвийском радио 4, я вел программу «Подробности». А я вела программу «Открытый разговор», которая выходила каждый день в 12 часов. Как вы знаете, с 1 января 2026 года линейного вещания, то есть эфирного привычного вещания Латвийского радио 4 на русском языке больше не будет. Ну, для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы обеспечить единое информационное пространство для всех, кто живет в Латвии. Правильно ли это или нет, это решать не нам, но мы видим, что есть в Латвии огромная аудитория людей, для которых русский язык родной, и которые хотят получать важную информацию, такую, может быть, дискуссионную, может быть, какую-то непростую, аналитическую и так далее, можно продолжать именно на русском языке. Для этого мы здесь и собрались. Давай. Да, мы работаем для той русскоязычной аудитории, которая живет здесь, в Латвии, а также в соседних странах, и у которой по-прежнему остается большой запрос на получение важной для нее информации на русском языке. Нам не кажется очевидным, что в случае закрытия Латвийского радио 4 и других русскоязычных каналов эта аудитория переключится на получение информации на другом языке. Скорее всего, привычки медиапотребления не изменятся. Эти люди просто начнут получать информацию из менее надежных источников. Это будут социальные сети, а значит, большая уязвимость к фейк-ньюс, пропаганде и всему другому прочему, что никак не укрепит безопасность Латвии. Последние месяцы работы на Латвийском радио 4 я постоянно, регулярно получала каждый день вопросы о том, где вас можно найти, почему вы не создаете свой YouTube-канал. Действительно, почему мы не можем создать YouTube-канал? Технологии сегодня доступны, наверное, каждому. И, конечно, мы это сделали. Мы создали YouTube-канал с интересным названием «Акцент». Жень, почему акцент? Как думаешь, тут я вижу какой-то некий двойной смысл даже. Смысл двойной. Смысл акцент как фокус информации, фокус нашего внимания. Этим фокусом станет Латвия и соседние страны, новости, происходящие в них. И именно эта информационная повестка станет главной, потому что мы считаем ее очень значимой для аудитории, живущей здесь. Но кроме того, акцент — это еще такая особенность произношения, манера речи. И если так условно фигурально выражаться, то именно акценты делают нас непохожими, наше общество многообразным, и ровно так же, как разные люди могут говорить по-разному и при этом быть патриотами своей страны, мы в своей передаче «Акцент», в своей программе «Акцент» на канале будем говорить с разных точек зрения по разным острым, болезненным темам, и мы считаем, что все темы, которые в информационной повестке находятся и важны, могут обсуждаться. Я добавлю, как специалист по болезненным темам, наверняка тот, кто следил за Латвийским радио 4, именно такой формат мне достался, не знаю, к счастью или к сожалению, но что я хотела бы сказать. Я, как человек, который 25 лет работает с информацией, я заметила, что у нас сегодня, как никогда, много информационного шума, информационной мишуры, как-то так называемой, когда с тебя как будто сыпется огромный объем информации, и ты просто не знаешь, как эту информацию фильтровать. Почему акцент? Как мне кажется, почему это важно? Мы выделяем суть, то есть мы помогаем выделить главное в этом информационном потоке, и это главное уже преподнести вам, но мы ни в коем случае не будем решать за вас, как вам думать, какое мнение иметь. Любое мнение – это многообразие, это ценность. Но суть, докопаться до сути, вот я вижу в этом нашу миссию. Итак, как мы это будем делать? Формат нашего канала предусматривает несколько основных жанров. Во-первых, это будут интервью и дискуссии, примерно в том формате, в котором это происходило в программе «Открытый разговор» на Латвийском радио 4, где мы будем со специалистами, экспертами разбираться в той повестке, в тех новостях, которые происходят и которые крайне важны. Второй важный момент — это такие объясняющие видео, то, что по-английски называются explanatory. Мы хотим делать видео о том, как разбираться в сложных ситуациях, которые происходят в Латвии, и в сложных событиях, которые происходят здесь или в странах, которые связаны с Латвией и влияют на нас, и при этом понимать, что по-настоящему происходит и почему это важно, и как это может изменить нашу жизнь.
Да. Я могу даже привести конкретный пример, когда вот Женя говорит об эксплейнерах, что это такое. Вот, например, вы наверняка все помните эту идею, которая звучала буквально с каждого утюга о том, что нам нужно разобрать рельсы в России. И я вижу только вот тот самый эмоциональный фон, очень много мнений, очень много скандальных таких рассуждений о том, надо это делать или нет. Люди разделились на два полюса. Одни говорят, это бред, другие говорят, нет, давайте сделаем быстрее. Как я понимаю свою работу, мы можем показать, к чему это может привести. То есть какой эффект это окажет на экономику страны, на много других вещей. Показать это в цифрах, в комментариях экспертов, которые работают сегодня в этой отрасли. То есть отбросить эмоциональную составляющую и оставить только то, что действительно важно. То есть сделать акцент на сути. Как мы будем работать? Мы начинаем выходить в эфир с января, и пока это будет еженедельный выход, постепенно мы будем наращивать периодичность выходов. У нас есть очень большой план и очень много задумок и замыслов, которые мы хотим реализовать. О них пока говорить рано, но тем не менее, начиная с января, уже с первой рабочей недели, вы сможете на этом канале видеть нас регулярно. Для того, чтобы этот канал стал успешным, недостаточно только нашей работы. Нам нужна небольшая ваша помощь, куда же без этого. Мы просим вас рассказать о нас своим друзьям, родственникам, подписаться на канал, поставить лайки, писать комментарии, делиться с вашим мнением о том, что вам кажется важным, что вы думаете о наших программах. И последнее, и очень важное для тех экспертов и людей, которые приходили в эфир Латвийского радио 4, мы приглашаем вас приходить к нам и сюда, мы будем вам звонить. И для нас было бы очень важно, и для нашей аудитории было бы очень важно, если бы вы соглашались по-прежнему приходить к нам. И еще предлагайте темы обязательно, потому что дискуссионный формат, он сохранится обязательно. Дискуссионных форматов на русском языке в Латвии, к сожалению, нет вообще. Если новости доступны на разных порталах и других средствах массовой информации, то с дискуссионным форматом прямо полная беда, я бы так сказала. Предлагайте не только гостей, не только приходите сами, но и предлагайте темы для дискуссии. Мы обязательно их организуем для вас. Итак, вместе мы сделаем что-то по-настоящему хорошее. Это канал «Акцент». До скорой встречи. До скорой встречи.